Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре синтезатор Korg Prolog 8. Их бывают две версии, 8 и 16. У нас восьмиголосная версия. Это полифонический гибридный аналого-цифровой синтезатор. И давайте посмотрим на него поподробнее. В первую очередь давайте посмотрим на основную панель нашего синтезатора, и мне очень нравится, как у Korg она выстроена. Здесь у нас секция осцилляторов, на борту у нас два аналоговых и один цифровой осциллятор. Именно поэтому я и сказал вначале, что это гибридный аналого-цифровой синтезатор. Дальше у нас секция миксера, секция фильтра, секция огибающих и LFO, то есть наших модуляторов, ну и секция эффектов. И также вот слева у нас здесь мастер-громкость, портамента, то есть эффект глайда. Дальше у нас ручка распределения голосов, о ней я скажу чуть позже. Ну и, конечно же, два модуляционных колеса, это pitch и mod wheel. Ну и давайте начнем с секции осцилляторов, естественно. На борту у нас два идентичных аналоговых осциллятора, каждый из которых у нас выдает три различных формы волны. Это квадратная волна, это треугольная, ну и пила. У каждой, естественно, у каждого осциллятора мы можем переключать независимо октавы. Также у нас здесь есть отдельно настройка pitch. Для того, чтобы каждый из этих осцилляторов друг относительно друга расстраивать в какой-то интервал, в любой, какой мы хотим. И также у нас здесь есть ручка Shape. У каждого осциллятора мы можем манипулировать формой волны. Вот здесь на экранчике, кстати, очень клевая визуальная такая презентация того, что происходит с нашими волнами. Вот для квадратной формы волны у нас пульс-модуляция. Вот такой вот wavefolding для треугольной формы волны. Ну и тоже своеобразный wavefolding для пилообразной формы волны. В секции микшера мы можем независимо друг от друга каждый из осцилляторов выводить громкость, либо его выключать в любом, так сказать, соотношении, которое нам нужно. И также у нас здесь есть вот эти вот несколько крутилок, которые отвечают за различные параметры. В частности, вот этот переключатель у нас отвечает за огибающую, назначенную на pitch. Сейчас давайте сделаем, ну, какую-то небольшую огибающую, настроим. Количество влияния этой огибающей мы при помощи вот этого энкодера регулируем. И три варианта у нас переключения. Мы можем на все осцилляторы назначить эту огибающую. Либо только на первый и второй осциллятор, только на аналоговые. Либо только на второй осциллятор. И также, вот сейчас я добавил второй осциллятор. Давайте сделаем их разные по форме волны. И при помощи вот этих двух ручек, переключателя и энкодера, мы можем регулировать еще различные параметры кросс-модуляции. Здесь у нас три варианта кросс-модуляции. Первый так и называется, кросс-мод. И глубину мы регулируем при помощи вот этого энкодера. Это когда два осциллятора у нас взаимно модулируют друг друга. Также мы можем сделать hard sync. Второй осциллятор у нас будет, его pitch синхронизирован с первым осциллятором. И вот если мы назначим на pitch нашу огибающую,
можем получить такой звук, очень похожий на Daft Punk. Ну и также у нас есть ринг-модулятор, который, собственно, у нас отвечает за ринг-модуляцию. Не буду в этом видео подробно останавливаться на том, что такое ринг-модуляция. Если вам интересно, погуглите. Ну и давайте теперь перейдем к третьему осциллятору, к цифровому, который очень интересный. Он может работать в 3 режимах. Вот этой ручкой мы переключаем режимы. Первый режим называется Noise. Теперь вот этой ручкой мы переключаем типы нойза. Собственно говоря, noise — это шум, и здесь у нас различные, по-моему, 4 типа шума. Вот есть high noise, высокочастотный. Мы можем ручкой Shape менять его какую-то частотную характеристику. По сути, применять фильтрацию. Дальше у нас есть low noise, низкочастотный. И тоже мы можем фильтр открыть и закрыть. Дальше у нас есть еще один вариант нойза. И еще один вариант нойза похож на цифровой. Естественно, в секции микшера мы можем наш осциллятор нойзовый подмешивать к другим, создавая какие-то интересные палитры. Например, нойз иногда хорош очень для пэдов. Для того, чтобы их сделать более такими кусачими, такими более читаемыми. Следующий режим нашего цифрового осциллятора, когда переключатель мы ставим в центральное положение, он дает нам различные интересные типы цифровых волн, которые, ну, похожи на FM-синтез. Здесь у нас много различных типов. Соответственно, саму волну мы можем видоизменять при помощи вот ручки Shape опять. Давайте вот их послушаем. Несколько типов. Ну и так далее. Их здесь довольно много. Ну и хочу сказать, что вот этот вот цифровой осциллятор имеет коллекцию таких вот цифровых волн, которые невозможно получить при помощи стандартного аналогового синтеза, при помощи стандартных аналоговых осцилляторов. И очень здорово, что здесь они добавили этот цифровой осциллятор, потому что, ну, можно нарулить какие-то совсем такие злые, рычащие звуки, например, для такого стиля, как дабстеп, которые обычно рулятся на каких-то VST-шных синтах, например, на серуме. А здесь вы можете это сделать прямо непосредственно на этом синтезаторе. Ну и третий режим работы нашего цифрового осциллятора называется User. И здесь в данном случае загружена вот только одна волна, больше ничего не загружено. Ну и как подсказывает название User, сюда можно загружать любые наши кастомные волны, которые мы хотим. То есть можно преимущественно вейвтейблы, то есть таблично-волновой синтез сюда загружать. Вы можете, например, в том же серуме или в любом другом VST-синтезаторе создать какую-то интересную коллекцию вейвтейблов и сюда загрузить и пользоваться ими на вашем синтезаторе. Плюс ко всему есть масса
уже созданных кастомных юзерских вот этих вот типов волн именно для Korg Prolog. И у них на сайте и на различных форумах это можно найти. То есть этот синтезатор не новый, он уже несколько лет в продаже. И есть масса поклонников, которые, собственно, эти юзерские волны создают, выкладывают для общего пользования. Вы можете их спокойно скачать и сюда загрузить. Следующая секция у нас — это секция фильтра. Фильтр представлен, ну, как обычно, двумя ручками. Это cut-off, то есть частота среза. Ну и также резонанс. Сейчас был резонанс 50%. Вот резонанс 100%. Очень даже такой поющий резонанс, практически на грани самоосцилляций. Здесь они сделали несколько переключателей очень интересных. Первый переключатель вот по центру — это Low Cut. Название говорит само за себя, он срезает низ. Если вам нужно, например, что-то... Например, пэды, которые не должны содержать много низа, вы очень легко можете его переключить и добиться желаемого результата. Дальше у нас здесь есть вариант key-трекинга, то есть, причем в двух положениях. Выключен вот сейчас он, включен на 50% и на 100%. Это что значит? Когда вот у нас фильтр, например, закрыт наполовину, когда мы играем ноты выше по клавиатуре, их частотный контент, соответственно, у нас выше. Но если key-трекинг не включен, то фильтр у нас будет также закрыт на 50%, и чем выше мы играем, тем менее слышны будут наши ноты. То есть они не будут настолько ярко воспроизводиться, насколько низкие ноты. Вот. А если мы включаем key-трекинг, то в зависимости от того, как высоко или низко мы играем по клавиатуре, у нас будет чуть-чуть приоткрываться фильтр. И вот эта функция здесь может быть включена на 50% и на 100%. Вот, почувствуйте. Вот эти верхние ноты, они более яркими становятся. Вот сейчас key-трекинг на 100%. И вот сейчас выключен. То есть в зависимости от того, нужно в данном контексте вам это или нет, эта функция у вас есть под рукой. И также здесь есть очень классная ручка драйва, которая мне понравилась. Вы можете этот фильтр подгружать. Здесь переключатель у нас тоже дискретный. Драйв может быть либо выключен, либо на 50%, либо на 100%. Вот давайте послушаем. Лучше всего это слышно с каким-то басовым звуком. Немного добавлю резонанс. Вот драйв off, то есть выключен на 50% и на 100%. То есть, если вам нужно добавить миска и жира в ваш звук, можете воспользоваться драйвом. Ну и следующая секция, которая непосредственно отвечает за динамику нашего звука, это секция модуляции. Здесь у нас есть две огибающих. Первая огибающая у нас относится к нашему амплифайеру, то есть усилителю. Вторая огибающая относится к фильтру. И дальше у нас есть здесь LFO. Одно единственное LFO. Обе огибающие идентичные по системе ADSR, Attack, Decay, Release, Sustain. И давайте вот послушаем нашу огибающую. Сейчас зажму какой-нибудь пэд. Вот увеличил атаку. Убрал релиз. Добавил релиз. В общем, огибающая все как по классике, да? Теперь огибающая фильтра.
Количество влияния огибающего фильтра мы регулируем вот этой ручкой. То есть, в принципе, можно создавать любую динамическую структуру при помощи вот этих двух огибающих. Причем огибающий фильтр может модулировать как в положительную сторону, так и в отрицательную. Вот сейчас положительную сторону. И вот отрицательную. Что касается LFO, с LFO у нас здесь все просто. LFO у нас всего лишь одно единственное. Регулируется скорость, форма волны, квадрат, треугольник и пила. Давайте поставим треугольник. Несколько диапазонов, быстрый диапазон, медленный и также синхронизирован с BPM, с нашим внутренним клоком, либо внешним, который вы можете сюда раздавать по MIDI. И есть возможность влияния LFO всего лишь на 3 различных параметра. Это cutoff фильтра, это shape осцилляторов, либо pitch наших осцилляторов. Давайте сделаем вот классическое вибрато. Вот таким вот образом. То есть я назначил LFO на pitch наших осцилляторов, небольшую глубину влияния LFO назначил, ну и достаточно такую быструю скорость. Можем переключить то же самое на shape. Либо на частоту среза фильтра. Очень прикольно, LFO в своем максимальном значении скорости уходит уже прям в звуковой диапазон. Что дает дополнительные возможности для саунд-дизайна. А теперь поговорим про различные режимы голосов здесь. Здесь есть 4 режима, которые называются Voice Modes. Вот они здесь у нас указаны и выбираются вот этой вот ручкой. Первый режим — это полифонический режим, поли. И, собственно говоря, ну, вы можете играть аккордами. Как я уже сказал в начале, бывает 8-голосная версия, бывает 16-голосная версия. С этим все понятно. Дальше. Режим моно. Это монофонический режим, который не позволяет вам играть аккордами. Вы можете использовать этот синтезатор как моносинт. Но вы можете все 8 голосов друг на друга наслаивать и вот этой ручкой эти голоса регулировать. И когда вот мы играем один голос, при повороте ручки он добавляет, так ужирняет этот звук, добавляет саб-осциллятор. Дальше, следующий режим называется Unison. Это режим унисона, который позволяет нам получать такую очень популярную, особенно в транс-музыке электронной, такую супер-со она называется. То есть кучу пилообразных волн, которые немножечко задетюнены и звучат очень жирно. Ну и 4-й режим, который называется chord, позволяет нам играть аккордами
одним пальцем. И выбирать аккорды мы можем, опять-таки, при помощи этой ручки. Вот с базового трезвучия. Куча различных видов аккорда. Вот название подписано здесь на экранчике. Вот, и смысл в том, что, выбирая определенный аккорд, мы можем играть по всей клавиатуре. И этот аккорд будет воспроизводиться в зависимости от нажатой нами клавиши. Также здесь есть встроенный арпеджиатор. Секвенсора, к сожалению, тут нет. Но у нас есть арпеджиатор. Вот у нас 4 кнопки управления. Здесь мы можем набить темп, который нам нужен при помощи кнопки Tap Tempo. Включить-выключить его. Диапазон арпеджиатора и тип. Здесь есть, несколько различных вариантов типов арпеджиатора. Это вверх, это вниз, это туда-сюда, как маятник, рандомный тип и так далее. Давайте вот послушаем некоторые из них. Нажмем какой-то из аккордов. Ну и финальная секция — это секция эффектов. Здесь у нас есть две группы эффектов. Это мод-эффекты и эффекты пространственные, временные, дилей, либо ревер. Сразу скажу, что мне, например, не очень нравится то, что здесь можно выбрать либо дилей, либо ревер. Чаще всего хочется использовать оба эффекта, но тем не менее. Итак, давайте посмотрим мод-эффекты, то есть модуляционные. Включаем. Вот у нас сначала чистый звук. И первый эффект у нас называется ансамбль. Здесь у нас несколько вариантов. Ну, во-первых, мы можем и скорость, и глубину эффекта регулировать при помощи вот этих ручек. Давайте посмотрим типы. Есть моно, есть лайт, есть хэви, есть стерео. Следующий эффект — это фейзер. Тоже есть несколько их вариантов. Следующий эффект у нас фленджер. Ну и последний эффект — это хорус. Абсолютно разные вот такие у нас эффекты. И давайте послушаем теперь дилей и ревер. Тоже мы время и глубину можем регулировать здесь. Но в случае дилея здесь это не совсем глубина, а скорее фидбэк. А в случае с ревером у нас здесь тоже размер ревера, как бы размер помещения и длина хвоста. Естественно, два этих эффекта можно использовать вместе в связке, создавая очень интересные такие звуковые палитры. Ну и на задней панели у нас стереовыход на двух моноджеках.
Этот синтезатор является настоящей стереомашиной. Также у нас есть USB-вход для подключения его к компьютеру, для обновления прошивок, для загрузки кастомных различных волн в юзерский наш третий цифровой осциллятор. Ну и также, поскольку этот синтезатор полностью поддерживает протокол MIDI, его можно использовать и как MIDI-контроллер для ваших VST-плагинов, что тоже очень удобно. Плюс ко всему у нас есть на 5-штырковых разъемах MIDI in, MIDI out для соединения этого синтезатора с различными другими синтами и драм-машинами для того, чтобы синхронизировать MIDI-клок и передавать MIDI-данные, естественно. И у нас есть вход для педали экспрессии и педали сустейна. А еще у нас есть вход и выход на 3,5 миллиметровых джеках, то есть мини-джеках для синхронизации по аналоговому клоку с вашими, ну, может быть, какими-то модульными синтезаторами. Хочется сказать, что этот синт прежде всего интересен именно его гибридностью. То есть здесь два весьма жирно звучащих аналоговых осциллятора с вейвфолдингом, с кросс-модуляцией, и также цифровой осциллятор, в котором есть и noise, в котором есть и FM, вот эти звуки, и куда можно загружать свои различные кастомные волны, и это очень здорово. Из минусов я бы сказал, что здесь всего лишь одно LFO, не так уж и много возможностей для модуляции. Также из эффектов, здесь в принципе эффектов немало, различные вот модуляционные эффекты, в частности хорус, фейзер, фленджер с разными типами. Также есть несколько видов дилеев, несколько видов реверов, но органы управления этими эффектами, ну, они весьма примитивные, то есть у нас всего по 2 ручки на каждый эффект, ну и плюс ко всему нельзя одновременно и дилей, и ревер включать, у нас выбор либо-либо, но тем не менее этот синт очень классно звучит, можно создавать тембры вот от таких каких-то вот пэдов очень интересных до таких жирных басов. И я думаю, что действительно этот синтезатор зайдет очень многим. И более того, я хочу отдельно сказать, что благодаря очень ясной и четкой вот этой вот панели управления, где все прям по секциям размещено, прохождение сигнала вот слева направо, секция осцилляторов, микшера, фильтра, огибающих и так далее, настолько это удобно и кайфово сделано по сравнению со многими другими синтами, что этот синт я бы порекомендовал многим начинающим, тех, кто только обучается синтезу. То есть для обучения синтезу этот синт просто идеален. Пишите в комментариях, какой ваш любимый синт. Пусть это будет либо хардверный такой настоящий синт, либо VST-плагин. Нам очень интересно. И подписывайтесь обязательно на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч. Увидимся. В первую очередь давайте посмотрим... А ты верхний включил, да? А, сейчас нужно уже? Да, да, сейчас уже все, мы уже... А эта кепка больше не влезает, все нормально? Нормально, будем следить. Включи ту камеру. На всякий случай я тоже говорю, попаду. Ага. Пишем.